Перед тем, как мы начнем, хочу попросить, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на наши каналы на YouTube, Telegram и Дзен. Это реально поможет вам получать больше пользы, а нам делать новые материалы для вас. Все шаблоны, файлы и чек-листы в нашем Telegram-канале. Там все для практики и много интересного. Про офисные программы, цифровую безопасность и нейросети. На Дзене вас ждут подробные пошаговые статьи, разборы и гайды, чтобы всегда были на шаг впереди. Подписывайтесь по ссылкам в описании, используйте все лучшее для работы и поддержите наш канал. Спасибо, что с нами, а теперь к видео. Привет! Сейчас я расскажу про видеофайлы. Как их использовать правильно при создании презентации и визуализации идей, и как их загружать. Переходим непосредственно к нашему уроку, как ставить видео. Есть два способа. Расскажу про один из них. Мы заходим в вставку «Мультимедиа. Видео». Здесь у нас есть видео из интернета. Здесь на самом деле все понятно. Мы просто вводим, например, по поиску видеоролик, который нам нужен, выбираем и вставляем. Здесь покажу непосредственно про видеоролик на компьютере, который уже у нас есть на рабочем столе. Мы выбираем его, нажимаем «Выбрать». Также мы его сейчас сделаем кадрирование по всей ширине слайда, чтобы было хорошо видно. Иногда такое бывает, что та заставка, которая у нас есть, она неудачна. Соответственно, что мы делаем? Мы, например, можем выбрать такую картину. Мы заходим вот сюда в заставку и делаем текущий кадр. Вот, то есть у нас теперь эта картинка является нашим превью перед роликом. Здесь, то есть, соответственно, можно воспроизвести, чтобы посмотреть, настроить цвет, посмотреть видеоэффекты, которые по умолчанию могут здесь настраиваться. Это все находится во вкладке «Формат». Также воспроизведение, здесь то же самое. Можно воспроизвести, сделать монтаж. Как раз здесь, в принципе, все понятно указано, что это можно обрезать, да, видеоролик, если нам, например, весь он не нужен, а нужен, например, первые 5 секунд. Также можно настроить громкость, да, сделаем чуть-чуть тихим. Потом запуск, это по щелчку или автоматически, да, поэтому тоже очень важно все это указать. И при необходимости можно даже вставить свои субтитры. Да, это очень удобно. Это все, ничего сложного здесь нет, поэтому предлагаю перейти уже к нашему домашнему заданию, которое вот находится в скачанном файле, модуль 4 задания. Спасибо, что вы с нами и досмотрели это видео до конца. Мы будем рады, если вы поддержите нас подпиской, комментарием и лайком. К этому видео есть файл в Telegram, поэтому подписывайтесь по ссылке в описании. Также в нашем Telegram вы найдете много полезного про офисные программы, цифровую безопасность и нейросети. Всего хорошего!